И вот, пожалуйста, видите, впереди вода. Это и есть тот самый рукотворный водоем. 8 на 2 километра. Других таких водоемов в мире нет. Окружен он гигантской дамбой. Да. Видите, его датируют X веком. При этом археологи нам говорят, что он построен прямо на дамбе. Дамба у нас датируется XI веком. Ну, это не я же говорю, это же археологи говорят, правильно? А я им верю. Да, я всегда всем верю. Странно, да? Почему они висят в воздухе-то, эти блоки? Поэтому поедем уже, наконец-то, к пирамиде. Я думаю, вы уже давно жаждете эту пирамиду увидеть. Ну вот, я добрался до открытой воды, так сказать. Давайте. Сейчас сойду с мотобайка быстренько и покажу вам. Вот там находится остров, да, на котором сейчас происходит реставрация каменного комплекса. Надеюсь, не очень долго это будет продолжаться. Ну, а там уже другой берег, да, то есть вот тут 2 километра. Но там мы едем туда, все дальше и дальше. Вот она дамба, значит, высота дамбы у нас получается примерно 12 метров. Можете себе представить, да? Основание больше 200 метров, где-то 250 метров. И вершина 25-30 метров. То есть такая конструкция в виде усеченного конуса. Ну и бесчисленное количество воды. Не помню сейчас сколько кубометров. Вот посмотрел и написал вам, сколько кубометров воды вмещал в свое время этот водоем. Да, здесь очень любят отдыхать местные. Да, тут можно вот, в принципе, в тени присесть, взять с собой, там, не знаю, что-то перекусить, пиво выпить, ну и любоваться вот этой красотой, друзья. Тут вечно можно сидеть, просто вечно. Поехали. Сейчас мы подъехали к шлюзу на южной стороне, да, на южной дамбе. Этот шлюз был сделан уже, конечно, в наше время. Посмотрите, такой мощный шлюз, с помощью которого сейчас регулируется сток воды. Вот, кстати, лодки, на которых можно кататься. Но они сейчас на остров-то, по-моему, как раз не возят, где производятся раскопки, поэтому, наверное, просто катают по реке. Ну и давайте, конечно же, к табличке подъедем. Куда же без нее-то? Вот оно. Вот оно, очередное вранье. Середина XI века. Дата основана исключительно на эпиграфике. И больше ни на чем. Ну, естественно, у всех серьезных исследователей большие сомнения в том, что в XI веке могли построить такое мощное сооружение. И его приписывают все-таки более древней цивилизации, следы которой мы видим в Камбодже повсеместно. Это не какие-то там выдумки конспирологов. Господи, да тут альтернативщиков-то нет в Камбодже практически. Тут никто даже ничего не знает про Камбоджу. Очень мало людей с критической альтернативной точкой зрения обращает свое внимание на Камбоджу. Здесь в Камбодже ничего не лежит на поверхности, тут везде надо очень тщательно приглядываться, поэтому, в общем-то, страна не так, очевидно, еще интересна альтернативщикам, конспирологам. Я говорю про весь мир, кстати, это не касается русскоязычного сегмента интернета. Вообще, в принципе, мало такого интересного материала по Камбодже, который бы глубоко разбирал как то, что мы видим в поле, так и научные работы, коих на самом деле просто тьма. Ну, зайдите на любой сайт, который аккумулирует научные работы, хоть Академия, там, хоть PNAS, хоть да любой сайт. Там сотни работ, интереснейших работ по Камбодже, никто их не читает. А мы приехали к этой самой загадочной постройке на территории Анкора. Пирамида Ак-Юм. Сейчас я найду местечко. Найду местечко в тени. Это вот здесь. Вот так вот. Вот, друзья, почему я говорю, что это самый загадочный объект на территории Анкора.
Потому что эта пирамида была когда-то во время строительства вот этой дамбы просто засыпана. Она была полностью засыпана, и лишь в начале 20 века французы ее обнаружили, и в 30-е годы 20 века здесь происходили такие масштабные раскопки, и результаты этих раскопок я вам сейчас покажу. Итак, мы видим здесь, по сути, такую небольшую пирамидку, казалось бы. Но это всего лишь ее верхушка. Так, где тут можно спуститься? Спуститься можно здесь. Тут просто недавно еще больше раскопали. Вот эти вот, видите, вот это вот насыпь, это вот совсем следы недавних раскопок. Вот, ну давайте подойдем к этой пирамиде. Итак, самое главное, что я вам сейчас скажу, и то, что вас больше всего шокирует, что это огромная пирамида размером в основании 100 на 100 метров. Можете себе представить? 100 на 100 метров. А если вы знаете пирамиду Бапуона, кто не знает, посмотрите видео об этой удивительной Анкорской пирамиде Бапуон. Она тоже таких же размеров в основании. И вот представьте себе, вот это всего лишь верхушка пирамиды. Итак, давайте точно пройдемся по размерам. Это у нас трехступенчатая пирамида. Вот это вот у нас третья ступень. На второй ступени мы сейчас находимся. Третья ступень вообще никак не раскопана. Да? То есть я сейчас хожу по вот этой вот огромной, гигантской второй ступени. Итак, первая ступень у нас была 100 на 100 метров. Вот это вторая ступень, на которой мы сейчас находимся, 42 на 42 метра. Да, то есть вот это вот пространство, по сути. Вот отойду в сторону и покажу вам. Вот это вот у нас все вторая ступень. Ну и верхняя ступень 17,5 на 17,5 метров. Это вот верхушечка. Пирамида из кирпича. И, как я уже сказал, во время строительства дамбы она полностью была засыпана, что многих исследователей наводит на мысль, что это тоже часть древней водной инфраструктуры. Внизу валяются шикарные колонны. Вот, пожалуйста, посмотрите. Все здорово, удивительно обработано. Ну, если вот так по внешнему виду смотреть, то действительно это все можно датировать 7 веком. Это очень похоже на те постройки, которые у нас в Камбодже датируются 7 веком. Но к тем объектам тоже вопросы. Понимаете, у нас нет такого, чтобы где-то на какой-то надписи было написано, что вот построили храм. Не, вру, есть такие надписи. Безусловно, есть такие надписи, но их там буквально на пальцах одной руки можно пересчитать. То есть из корпуса примерно 1500 кхмерских надписей, не кхмерских, а вот надписей, найденных на территории Камбоджи, потому что многие из них на санскрите, а не на кхмерском. Особенно это касается самых древних надписей. Так вот, нигде там не говорится о строительстве ничего, да? Вот это вот очень важная вещь, которую очень многие упускают из виду, а гиды, как правило, вообще не акцентируют на этом внимание, ну, потому что иначе вся конструкция рассыпется нафиг. Он только что так складно все вам рассказывал, а потом вдруг он скажет, что... Ну, на самом деле, никто не знает, когда все это было построено, потому что на надписях мы видим что? Мы видим там... осветил лингам, там еще что-то, преподнес дары, подарил рабов. То есть чего там только нет. Но ни слова о строительстве. Это касается как Анкор-Вата, так и Байона, так и Бапуона. Ну, естественно, это касается и вот этой вот пирамиды. Здесь 4 было найдено надписи. Но ни в одной из них нет ни слова, конечно, о строительстве. Там есть посвящение Шиве этого храма, скажем, да, но на самом деле понятно, как все это происходило. Все это здесь стояло, все это существовало, пришли люди, что такое, давайте будем молиться лингамам. Зачем были нужны лингамы, мы же до сих пор не знаем, тем более, что в Камбодже это ж не как в Индии, это в Индии они выглядят как мужские половые органы, да, а здесь они выглядят как какие-то технологические устройства. Ну вот посмотрите, вот это вот, разве объекты поклонения? По-моему, это что-то технологичное. Вам не кажется? Ну ладно, давайте сейчас пройдем дальше. Наверх поднимемся. Конечно, подвергалась реставрации. Кстати, недавно, долгие десятилетия, с 30-х годов стояла эта пирамида и никого не интересовала. Но вот в последние
пару лет активные реставраторские работы проводились в Анкоре, и поэтому везде мы видим вот эти вот новые кирпичи. Что, конечно, не есть хорошо, потому что можно было бы каким-то другим способом укрепить эту постройку, не прибегая к новой кирпичной кладке. Ну, об этом я говорю постоянно, да, то есть тут говори, не говори, толку никакого. Кругом тоже, как вы видите, валяются интересные блоки песчаника. Вот, например, вот этот вот. Давайте мы его сейчас попробуем измерить. Тут у нас получается 103. Тут у нас получается 103, то есть квадрат. И здесь получается 70. То есть получается 103 на 103 и на 70. Вот такой вот размер. Вот тоже интересный блок с какими-то выемками. Да, непонятно. Чем эта пирамида уникальна, кроме того, что она была засыпана при постройке Западного Барая, при постройке дамбы Западного Барая? Она еще и уникальна камерой, которая находится внизу пирамиды. То есть на уровне тогдашнего грунта, да, то есть на уровне земли. Сверху идет шахта на глубину примерно 12 метров, чуть больше, 12-25. И заканчивается эта шахта такой вот приличного размера камерой. 2 метра 70 сантиметров с каждой стороны, то есть 6,5 квадратных метров. Вот там внизу на глубине 12 метров 25 сантиметров, да, есть еще и камера со сводчатым потолком, кстати. Она выложена кирпичом. И вот такие вот у нее приличные размеры. 6,5 квадратных метров, да, это больше, чем кухня в хрущевке. Ну, тут, конечно, мы вряд ли что-то можем увидеть. Но вот я вам показал, собственно, чертеж, который нарисовали еще французы. И вот мы сейчас находимся с вами на вершине этой пирамиды. Да, вот это у нас вершина пирамиды. Сейчас мы обратимся еще вот к этим сумасшедшим совершенно мегалитам, которые, как вы понимаете, находились на вершине, то есть их сюда как-то затащили. И здесь вот такой вот совершенно нелепый вход с северной стороны. Да, какие-то, в общем-то, блоки совершенно бесхитростным образом уложены. Я не вижу тут никаких особо хитрых замков. Ну вот, видите, вот такого рода здесь был замок. То есть самый примитивный, самый простой. То есть непонятно, когда это было сделано. Да, тут на самом деле все очень и очень непонятно, но впечатляет, конечно, вот эта вот плита. Посмотрите на эту гигантскую плиту. Это был монолит. Да, это была монолитная плита, потому что вот это у нас трещина идет, видите? Это у нас трещина. Здесь вообще куска не хватает. Да, то есть тут просто не хватает куска. Идем дальше. Здесь тоже у нас, ну, очевидно, эту структуру на самом деле грабили. То есть грабители явно проникали в эту камеру. Ну, в этой камере было, кстати, обнаружены какие-то золотые листки со слонами и какая-то статуэтка. Статуэтка какого-то божества. Вот. Но это могли кинуть когда угодно. Да? На самом деле большие, конечно, подозрения есть у некоторых исследователей, у некоторых серьезных, совсем уж не альтернативных исследователей. Есть подозрение, что эта пирамида была частью гидроинфраструктуры. То есть это была часть вот этого Западного Барая. Какую функцию она там могла выполнять, естественно, никто не знает, но есть серьезные подозрения у части ученых, что на самом деле не просто так она была засыпана, а просто она являлась частью вот этой вот огромной циклопической структуры. Давайте же теперь измерим вот эту вот верхнюю плиту. Ну, внизу у нас, видите, 4 блока лежит, тоже, конечно, приличного размера. Сейчас мы их тоже измерим. Ну, вот, потом внизу идет нецеликовая плита. Вот тут у нас, видите, совершенно изумительные стыки, совершенно изумительные, отлично пропиленные стыки в твердейшем песчанике.
Вот такие вот получается у нас 4 части, да. Ну и внизу еще и, скажем так, пол, вымощенный довольно-таки приличного размера плитами. Ну а это у нас какой-то постаментик, тоже вот такой интересной формы. Мы знаете, вот такую форму мы где встречаем? Во-первых, в Самбор-Прайкуке, а Самбор-Прайкук у нас это древняя Ишанапура. Это город неизвестно какого века. Если вы официальную историю посмотрите, то там будет написано 7 век. На самом деле, это очень смешная история. Последние раскопки, которые там проводились, они уже были довольно давно, ну, пару лет назад. И они докопались до слоя 3 века, то есть нашли культурный слой 3 века, идентифицировали все, радиоуглеродный анализ, все дела. Но никаких изменений в исторические книги, а также на исторических сайтах, уж тем более в путеводителях и в информации от гидов нет, не появилось. Вот, поэтому, ну, как обычно, все очень грустно с историей Камбоджи. Давайте теперь будем измерять эту плиту. Так, давайте сначала измерим. Но она, видите, немножко ступенчатая, поэтому я даже не знаю, в каком месте измерять. Ну, давайте измерим нижнюю часть все-таки, самую большую. Иди сюда. Хватит, не хватит моей? Не хватит. Хватит. Друзья, тут ровно 3 метра, представляете? Ровно 3 метра. Как будто бы они нашей метрической системой пользовались. Кстати, нередко замечаю в Камбодже такую ситуацию. Вообще о системах мер я планирую скоро написать статью в телеграм-канале «Друг Аркадий». Ну или к моменту выхода этого видео она уже там есть, поэтому подписывайтесь на канал. Там вообще много всего еще интересного. Так, нас теперь интересует высота. В каком месте ее измерить? Вот здесь. Так, а высота? Ну, высота 52 сантиметра, вот так. Думал 50 будет, но 52. То есть 9 квадратных метров у нас по нижнему, да, идет к краю. Ну, полметра в высоту, да. 9 на 5. Ну, давайте так, вот мы убираем вот эту вот часть, вот эту выемку, и получаем где-то 4 кубометра. Правильно? 4 кубометра. Вот. И 4 кубометра давайте умножим на 2,5, даже не будем на 2,7 умножать. Ну, вообще кубометр песчаника весит 2,7. А это у нас получается, если даже на 2,5, то это у нас 10 тонн. Ну вот по самым скромным подсчетам вот этот вот блок весит 10 тонн. Давайте посмотрим, что там еще есть интересного в этом блоке. Вот, а здесь в центре мы видим какую-то круглую выемку. Видите, вот так вот идет концентрическая выемка. Причем сделана она, ну, довольно-таки безобразно, скажем так. Но с другой стороны, мы все время вот так говорим безобразно, а может быть в данном конкретном случае ничего и не требовалось другого. Может быть в данном конкретном случае как раз и достаточно было сделать вот такую безобразную выемку, чтобы установить туда нечто. Непонятно, да? Плюс тут еще было у нас какое-то отверстие, сейчас туда просто вставили балясину или колонну, да, но на самом деле, конечно, там было что-то другое. Вот. И внизу у нас вот здесь, да, находится та самая шахта. Та самая шахта. Как это, кстати, выглядело до реставрации, мне сейчас вот сложно сказать, потому что, видите, вот здесь у нас идут сплошняком новые кирпичи, то есть это надо искать какие-то старые фотографии, чтобы понять, да, потому что вот это все уже у нас поставили реставраторы. Вот, и здесь мы видим тоже реставраторскую работу. Так что непонятно, вот люди пришли сюда принести дары, подношения. Ну, давайте пропустим их. Hello. Пропустим их. Состай. Вот, а мы пойдем еще посмотрим. Кстати, я же хотел еще вот эти блоки измерить. Ну, сейчас, раз уж спустился, давайте посмотрим. Может быть, мы найдем еще что-нибудь интересное. А найдем, конечно, как не найти. Вот, пожалуйста, колонны. Посмотрите.
Шикарная такая хорошая колонна. А вот, вот эти вот круги, да, которые мы видим на колоннах и на балясинах, ну, кстати, прорезано все опять идеально было, тут ни к чему придраться невозможно. Естественно, методы работы, да, это все идеальное. Но тут такой простой, незамысловатый декор на колонне. Вот. И вот эти вот большие расстояния между кольцами, они выдают как раз большой возраст. Но если мы отталкиваемся от официальной идентификации колонн, вот скажем, вот эта колонна, на которой очень хорошо видны следы токарного резца, вот они, видите. Вот. Тут прям все идеально видно, изумительно потрескалась, да, как будто бы она из дерева. Ну, эрозия песчаника, да, песчаник вот так вот отслаивается. Ну, потому что он же образуется слоями, да, ну и, соответственно, вот по этим слоям он потом раскалывается. Вообще надо, конечно, делать колонну так, да, чтобы слои были не вертикально, а горизонтально. И мы такое, кстати, видим в некоторых объектах, да, что древние строители все-таки старались, чтобы слои были горизонтальные, тогда не будет происходить вот это расслаивание песчаника. Так, что еще здесь у нас? Ну вот, кругом вот эти вот шикарные тоже блоки лежат. Ну вот опять тоже колонны. Вот. С непонятным декором, да, никаких богов мы не видим, кстати, здесь. Вот в этой пирамиде мы не видим нигде никаких богов. А то, что там статуя божества в камере, вот в этой гигантской, на дне пирамиды нашли, ну, знаете, ее могли туда кинуть когда угодно. О, вот какая огромная. Это прям гигантская колонна. И прям следы резца, посмотрите, какие шикарные. Вот. Давайте вниз пойдем. А здесь уже, вот смотрите, кто-то все это покоцал. Кто-то это повредил. На самом деле это выглядит вот так. Посмотрите на эти прорези. А вот эти тончайшие линии, вы их видите? Видите, надеюсь, да? Вот. Вот. Посмотрите, тут не просто поверхность, она рифленая была. Это была полностью рифленая поверхность. Вы попробуйте такое изготовить. Из камня, из песчаника на токарном станке. Вот попробуйте. Ну, тут вообще интересно, кстати. Даже не знаю, как это снять. Сейчас откручу штатив. Попробую ниже. Вот так тут интересно выглядит. Ну, не очень обычно, я вам скажу, для Камбоджи. Честно говоря, такого, может, и встречал, но так сразу даже не припомню, где. Вот здесь у нас, смотрите, стоит какой-то, опять же, стена из латерита, которая прямо была построена на грани пирамиды. Вот она, верхняя грань пирамиды, которая 17,5 на 17,5 метров. И прямо на ней была построена вот это вот сооружение из латерита. А вот это все снимали французы. Вот это все снимали французы, все, что мы видим. То есть вот это все только в 30-е годы 20 века увидело свет. А сколько столетий оно было под землей, вот тут мы уже ничего сказать не можем. Никаких исследований, друзья, не проводилось. Кирпичи тоже никто не датировал. Ну, вообще кирпичи датировать очень сложно, потому что они обожженные. И радиоуглеродный метод тут уже не поможет. Вот какой-то постаментик небольшой, вот с этими тоже интересными квадратными отверстиями, да, которые мы видим везде. Ну, а это вот башенка кирпичная, которая стояла на углу 2-го уровня. Вот, видите? Вот он, ряд башен. Вот эта башня, потом следующая, еще одна, и там еще одна башня. Вот, и здесь тоже что-то было, потому что вот мы видим тоже кучку кирпичей и какие-то небольшие каменные блоки. Ну хорошо, что они хоть тут песчаник нигде не додумались применить при реставрации. Кирпичи, ладно, уже бог с ним. Все-таки мне кажется, что древние кирпичи от недревних мы с вами
будем в состоянии отличить. А знаете, как проще всего отличить древний кирпич или не древний кирпич? Вот давайте сейчас подойдем, и я вам покажу. Так, мне для этого нужен кусок кладки. А вот, кстати, еще колонна, которую я вам не показывал. Вот она тоже. Шикарнейшая колонна. Ух. Мне нравится, когда вот читаешь книжки всякие искусствоведческие, не к столу будь сказано, археологические, когда они вот эти колонны называют примитивными. Ну, потому что широкие расстояния между колец. Ну, блин. Люди, которые тяжелее ручки, ничего в руки не брали. Для них это примитивное, понимаете? О, боги. Ну, впрочем, у меня в комментариях тоже такие водятся иногда персонажи. Вот, смотрите, вот она, новая кладка. И даже если она покроется патиной, она уже покрывается патиной, видите, то раствор-то никуда не денется. Потому что в наше время-то мы используем раствор, хотя здесь они стараются использовать его по минимуму, как видите, да, но он есть. И давайте найдем старую кладку, где хотя бы что-то видно. Да, тут все так замылено, но просто вот они, старые кирпичи, они просто лежат друг на друге, видите. Тут нет никакого раствора. А что там между этими кирпичами? Ну, я думаю, постоянные-то зрители моего канала знают, что находится между кирпичами, благодаря чему они, собственно, держатся, и благодаря чему все это не разваливается. Смола какого-то растения. То есть они ее буквально как клей использовали. Ну вот я хочу еще немножко посмотреть вот эти башенки. Тут, кстати, они дооткапывали буквально недавно. Да, тут вот это вот, по-моему, не было раскопано. Тут много новых куч сверху от кирпича с глиной вперемешку. Это тоже были раскопки вот совсем-совсем недавнего времени. Ну, хочется, конечно, чтобы они все-таки южную часть пирамиды раскопали. А помните теперь, вот мы только что были в так называемом храме Кохо, и там кирпичами я восхищался, да, огромные кирпичи. А тут, посмотрите, какие маленькие. А кирпичи-то какие гигантские. Ничего себе. Вот это размер. Вот это кирпичи. Да, друзья. Тут не обычные кирпичи. Это кирпичи прям кого надо кирпичи. Это прям шикарные, огромные кирпичи. Ну вот. Но опять же, искусствоведы особенно, ну и вслед за ними историки очень любят датировать именно по внешнему виду. Я вот только не очень понимаю логику, ведь по сути и в наше время строят в разных стилях. Я не понимаю, что через 1000 лет потом здания, которые построены, скажем, в 20 веке, их будут датировать разными веками. Ну, по сути, никаких других методов датировки-то нет. Максимум, что они могут датировать, это вот когда они находят что-то в культурном слое. Какие-то органические остатки. Но это так себе датировка, потому что, ну, смотрите, здание, допустим, в Петербурге построено в 18 веке. Живут в нем люди в 20 веке. И археологи потом найдут, ну, в 21 уже, да, сейчас живут люди в 21 веке. То есть там уже прошло почти 300 лет с момента постройки здания. И потом археологи через 1000 лет докопаются до слоя 21 века и скажут, что это здание построено в 21 веке, ведь мы нашли культурный слой 21 века. Друзья, ну вот так оно все происходит. Если вы думаете, что археологи это какие-то небожители, которые все знают, да нет, ничего они не знают. Ладно, пойдемте измерять блоки уже. А вот, кстати, смотрите. О, какой порог. Мощный тоже. Ну, мы к таким порогам привыкли везде, да, везде в Анкоре. Вот внизу тоже такой же порожек. Ну, давайте теперь поднимемся снова наверх. И вот видите, свежее подношение. Сигаретки, как обычно. Водичка, энергетик. Все, что требуется богам. Вот, а мы сейчас будем замерять. Так, у меня рулетка в очередной раз меня подводит. Ладно,
Бог-то с ней. Давайте замерять. Так, здесь у нас 60... Нет, подождите, какие 60-то? 138. 138 на 138. Квадрат. Так, а какой этот блок в высоту? Где он начинается? Наверное, вот здесь. На 43. 138 на 138 на 43. Вот столько весит каждый из вот этих вот 4 блоков. Ну, нижнюю уже не будем замерять. В принципе, вам и так понятен, да? Я думаю, масштаб всего этого безобразия. Надписи были найдены здесь, в этой пирамиде, но они оказались неинформативными. Вот, то есть там, грубо говоря, самая старая надпись датируется как раз 7 веком, и вот на основании датировки старой надписи там был просто приведен год. Да, тут, как правило, в надписях, слава богу, ну не как правило, но часто пишут год по летоисчислению Сака или Шака, да, кто как хочет это называет. Вот. Ну и, соответственно, вот это вот всю конструкцию датировали по первой найденной надписи. Всего их 4 здесь было найдено. Но они, как обычно, все очень и очень неинформативные. Вот такая красота, друзья. Ну что, едем дальше. Ну а вы не забывайте подписаться на телеграм-канал «Друг Аркадий. Пища для ума». И подпишитесь, пожалуйста, на Бусти. 200 рублей подписка, но это огромная помощь в наших экспедициях. Я думаю, что вам нравится наш канал. Да, наш канал не пытается навести тьмы с тараканами, не пытается придумывать какие-то мифы, легенды. Их и так уже достаточно до нас историки понапридумывали. Наш канал пытается докопаться до истины. Ну что ж, едем дальше. Едем дальше.